В 12 минут первого ночи 24 марта 1989 года танкер Exxon Valdez со скоростью около 12 узлов вошел в риф Блай и начал садиться на него. Удара в привычном смысле не было. Было несколько последовательных толчков, пока корпус скользил по камню. Потом тишина, крен и звук, который члены экипажа позднее описывали как низкое гудение пробитого корпуса. В воду пошла нефть. Не было взрыва, не было огня, не было ничего, что выглядело бы катастрофой для человека, смотрящего издалека. Просто судно стояло на рифе в холодной темноте пролива Принц Уильям, и из его пробоин в арктическую воду шла нефть. То, что последовало за этим, не событие одной ночи. Это история о том, как одна ошибка на мостике разошлась по среде так далеко и так глубоко, что ее последствия измерялись десятилетиями. Чтобы понять, почему именно этот разлив стал одним из самых значимых в американской истории, нужно сначала понять, где он произошел. Пролив Принц Уильям – это закрытый морской бассейн на юге Аляски, отделенный от открытого океана грядой островов. Площадь поверхности около 9600 квадратных километров. Берега изрезаны фьордами и бухтами. Береговая линия петляет настолько, что ее суммарная длина в разы превышает протяженность самого залива. Вода здесь холодная круглый год. Температура редко поднимается выше 10 градусов Цельсия даже в разгар лета. Под поверхностью сложная система течений, апвеллингов и приливных потоков. Это не просто красивое место. Это работающая экосистема, один из самых продуктивных морских регионов Северной Америки. Здесь нерестится несколько видов тихоокеанского лосося. Здесь зимует огромное количество морских птиц. Сивучи, морские выдры, касатки, белухи – все это не туристические достопримечательности, а постоянные жители этой системы. Рыболовство в проливе давало средства к существованию десяткам прибрежных сообществ. Пролив Принц Уильям был местом, где морская жизнь была не фоном, а основой всего. Нефтепровод Транс-Аляска, запущенный в 1977 году, заканчивается в порту Валдис на северном берегу пролива. Именно отсюда танкеры забирали нефть, добытую на северном склоне Аляски, и везли ее на нефтеперерабатывающие заводы на западном побережье США. Маршрут через пролив был частью стандартной операции, которую каждый танкер выполнял в среднем за несколько часов. За годы работы терминала тысячи рейсов прошли через пролив без происшествий. Это создавало именно то ощущение, которое появляется у любой системы, работающей без сбоев достаточно долго. Ощущение надежности, постепенно переходящее в привычку. Вечером 23 марта 1989 года Exxon Valdez покинул терминал Валдис с полным грузом, около 53 миллионов галлонов нефтесырца. Капитан Джозеф Хейзелвуд находился на мостике при выходе из порта, затем передал управление третьему штурману и ушел вниз. Это само по себе не было нарушением правил в том смысле, что вахтенный офицер был на месте, но вахтенный офицер в тот момент вел судно по нестандартному маршруту. Пролив был частично забит льдом, и танкер получил разрешение береговой охраны отклониться от стандартного фарватера в сторону, чтобы обойти ледяные поля. Это тоже не было беспрецедентным, маршрут корректировался и раньше. Но в ту ночь, обходя лед, судно зашло в зону, где риф Блай выходил прямо на трассу движения. Третий штурман, выполняя маневр возвращения на основной курс, не рассчитал расстояние. Когда корпус начал касаться камня, было уже поздно. Из 11 секций грузовых танков пробито было 8. В первые часы нефть выходила со скоростью, при которой отдельные оценки давали от 200 до 300 тысяч галлонов в час. К тому моменту, когда разлив остановили, а это заняло несколько дней, в воду попало около 11 миллионов галлонов сырой нефти. Это примерно 40 тысяч тонн. Для сравнения масштаба, это меньше, чем в ряде других крупных разливов в мире. Но именно здесь, в этом месте, в это время года, при этих условиях, каждый галлон имел особый вес. Первые часы после удара – это то время, когда в любой катастрофе такого рода еще есть возможность что-то изменить. Нефть выходит, но она еще находится рядом с судном. Если развернуть боновые заграждения достаточно быстро, плавучие барьеры, которые удерживают нефтяное пятно на месте, и начать механический сбор, часть нефти можно локализовать до того, как ее разгонят ветер и течение. Но это требует, чтобы оборудование было готово, люди знали, что делать, и система реагирования работала слаженно. В ту ночь в проливе Принц Уильям этого не было. Компания Exxon располагала планом реагирования на разливы, он существовал как документ. Часть оборудования была на складе в Валдизе. Но склад находился под грузами, которые нужно было разгрузить, прежде чем добраться до боновых заграждений. Суда поддержки не были готовы к немедленному выходу. Береговая охрана связалась с капитаном Хейзелвудом в течение нескольких минут после аварии,
но перебросить ресурсы в нужном объеме к месту разлива в первые часы не удалось никому. Прошли часы, по некоторым оценкам более 10, прежде чем первое противоаварийное оборудование добралось до места аварии в достаточном количестве. К тому времени нефть уже работала по собственной физике. Сырая нефть в холодной воде ведет себя определенным образом. Она не тонет сразу. Большинство ее компонентов легче воды и образуют пленку на поверхности. Эта пленка не статична. Под действием ветра она движется со скоростью, составляющей примерно 3% от скорости ветра. При северных ветрах, которые стояли над проливом в те дни, нефтяное пятно начало двигаться на юго-запад, вглубь пролива, к его внутренним берегам. Течения распределяли его по площади. Волнение разбивало поверхностную пленку на отдельные линзы и шлейфы. При контакте с холодной водой легкие фракции нефти испаряются, оставляя более тяжелые компоненты. Нефть начинает эмульгироваться с водой, образуя вязкую коричневую массу, которую нефтяники называют шоколадным муссом по консистенции и цвету. Эта смесь значительно тяжелее чистой нефти и значительно сложнее поддается сбору. Она прилипает к берегу, проникает в гальку и гравий, заходит в расщелины скал. В отличие от нефти на поверхности воды, которую еще можно попробовать собрать механически, нефть в структуре берега – это уже проблема другого масштаба. В первые дни после аварии погода резко ухудшилась, над проливом прошел шторм. Это было хуже, чем кажется. Штормовые волны разбили поверхностный слой нефти на миллионы мелких капель и вмешали их в толщу воды. Нефть, которая могла оставаться на поверхности и теоретически поддавалась бы сбору, теперь была распределена по всему водному столбу. Шторм сделал за несколько часов то, на что у нефти самой по себе ушли бы недели. К концу первой недели нефтяное пятно покрывало площадь около 1600 квадратных километров. К концу второй недели нефть начала выходить за пределы пролива в открытый Кинайский залив и дальше. В итоге загрязнение затронуло около 2100 километров береговой линии, от внутренних берегов пролива Принц Уильям до островов Кадьяк и берегов Аляскинского полуострова. 2100 километров. Это расстояние, которое сложно осмыслить абстрактно. Это больше, чем расстояние от Москвы до Стамбула. Это не узкая полоса воды. Это сотни фьордов, бухт, приливных зон, галечных пляжей, скальных берегов, каждый из которых имеет свою экологию, свою структуру и свою степень уязвимости к нефтяному загрязнению. Очистка началась, но с самого начала было понятно, что очистить в буквальном смысле слова здесь невозможно. Это не лужа на асфальте, которую можно смыть. Это нефть, внедрившаяся в живую среду. Удаленность была первой практической проблемой. Большинство загрязненных берегов не имело дорог. К ним можно было добраться только по воде или по воздуху, что ограничивало и скорость доставки оборудования, и численность рабочих, которых можно было одновременно задействовать на конкретном участке. К пику операции по очистке в ней были задействованы около 10 тысяч человек, 1000 судов и 100 самолетов и вертолетов. Это была крупнейшая операция по ликвидации нефтяного разлива в американской истории, и при этом ее результат оставался ограниченным. Методы очистки, применявшиеся на берегу, не были одинаково эффективны и не были одинаково безопасны для экосистемы. Горячая вода под высоким давлением, один из основных инструментов, смывала видимую нефть с поверхности камней и гравия, но высокая температура убивала микроорганизмов, живущих на поверхности берега, и вымывала их вместе с нефтью. Очищенный таким образом берег выглядел чище, но с биологической точки зрения часто оказывался мертвее загрязненного. Нефть, уходившая с промывочными водами, нередко оседала в приливно-отливных зонах немного ниже по берегу. Параллельно на акватории применялись химические диспергенты, вещества, которые разбивают нефтяные пленки на мелкие капли, ускоряя их биологическое разложение. Диспергенты работали в определенных условиях, но их применение в заливе порождало собственный вопрос – насколько токсичны сами диспергенты для морской жизни? Этот компромисс, нефть или химия против нефти, не имел простого ответа. Часть диспергентов, одобренных для применения, позднее стала предметом критики. Биоремедиация, обработка загрязненного берега питательными веществами, чтобы стимулировать рост микроорганизмов, разлагающих нефть, применялась как относительно новый на тот момент метод и показала некоторую эффективность на конкретных участках. Но она работала медленно и только там, где нефть находилась в верхних слоях берега и имела доступ к воздуху. Под галечным слоем, без кислорода, разложение почти останавливалось. Берег реагировал на загрязнение по-разному, в зависимости от своего типа. Скальные берега с крутыми склонами и сильным прибоем в конечном счете очистились относительно быстро. Волнение само постепенно разбивало и перемешивало нефть.
Защищенные бухты с галечными пляжами и слабым волнением оказались в значительно худшем положении. Нефть здесь была прикрыта верхним слоем гальки и сохранялась под ним в почти нетронутом состоянии. Исследования, проводившиеся через десятилетия после разлива, показывали, что под поверхностью некоторых таких пляжей нефть оставалась в жидком виде, потому что была изолирована от воздуха и биологических процессов разложения. Воздействие на животный мир было масштабным и документировалось с первых дней. Официальные оценки погибших животных впоследствии включали несколько тысяч морских выдр, несколько сотен тысяч морских птиц, в том числе кайры, тупики, бакланы, значительное число тюленей, а также орланов-белохвостов, которые кормились на загрязненных берегах. Это минимальные подтвержденные данные. Реальные цифры почти наверняка выше, поскольку большинство погибших птиц и млекопитающих опускаются на дно и не попадают в подсчет. Гибель была видимой. Нефть разрушала теплоизолирующие свойства перьев и меха, лишая животных защиты от холодной воды. Птицы, попав в нефть, теряли способность к полету и терморегуляции. Морские выдры, у которых вместо подкожного жира плотный мех, оказались особенно уязвимы. Животные заглатывали нефть, очищая себя. Она отравляла пищевую базу – загрязненных рыб, моллюсков, ракообразных. Волонтерские и профессиональные бригады проводили очистку птиц и выдр прямо на берегу. Это была масштабная, ресурсоемкая и часто безуспешная операция. Из тысяч принятых на очистку морских выдр выжила лишь часть. Из пойманных и очищенных птиц процент выживаемости также оставался невысоким. Не потому что очистка не работала, а потому что нефть успевала проникнуть внутрь организма до того, как животное попадало на руки людей. Но видимая гибель была только первым слоем последствий. Более трудным для понимания и измерения оказалось долгосрочное воздействие на популяции, которые не погибли сразу. Нерест лосося в реках, впадающих в пролив, прошел через загрязненные эстуарии. Дно залива, где кормится молоть рыб, было покрыто нефтяным осадком. Морские выдры, которые едят двустворчатых моллюсков загрязненного дна, продолжали получать нефтепродукты с пищей еще долго после того, как с поверхности воды нефть ушла. Восстановление экосистемы не было равномерным и не произошло быстро. Одни виды, например, некоторые популяции морских птиц, восстановились за несколько лет. Другие популяции касаток, некоторые виды морских уток, зимородки, оставались ниже доразливного уровня спустя десятилетия. Тихоокеанская сельдь, составлявшая основу рыболовного промысла в проливе, рухнула в 1993 году, через 4 года после разлива, и так и не восстановила прежних численности. Связь между этим коллапсом и разливом обсуждалась учеными долго. Однозначного вывода не было, но косвенных свидетельств было достаточно, чтобы разлив рассматривался как один из ключевых факторов. Именно это, задержанные, смещенные во времени последствия, составляет отличительную черту нефтяного загрязнения как экологической катастрофы. Взрыв убивает тех, кто рядом в момент взрыва. Нефтяной разлив продолжает убивать и отравлять на протяжении лет, используя пищевые цепочки как транспортный механизм, передавая ущерб от одного звена к другому. Рыболовецкие сообщества вокруг пролива Принц Уильям и на Кинайском полуострове ощутили последствия катастрофы сразу и надолго. Промысловый лов лосося в части районов был закрыт, рыболовные предприятия потеряли сезон, некоторые потеряли несколько сезонов. Коренные жители Аляски, для которых рыболовство было не только источником дохода, но и основой культурного уклада, оказались в особенно сложном положении. Их связь с конкретными реками и акваториями не была просто экономической. Социальные последствия такого рода труднее поддаются документированию, чем подсчет погибших птиц, но они не менее реальны. Исследования, проводившиеся в прибрежных поселках в годы после разлива, фиксировали рост социальной напряженности, злоупотребление психоактивными веществами и других признаков хронического стресса в сообществах, экономика и идентичность которых были неотделимы от здорового пролива. Для нефтяной отрасли катастрофа поставила вопрос, которого индустрия предпочитала не задавать открыто. Насколько реальной была готовность к реагированию, о которой компании заявляли публично. Разрыв между тем, что Exxon декларировала в своих планах реагирования, и тем, что удалось реально развернуть первые часы после аварии, был очевиден для всех, кто наблюдал за происходящим. Этот разрыв не был исключительно проблемой Exxon. Он отражал более широкую системную ситуацию. Отрасль в целом строила свои аварийные планы, исходя из предположений о масштабе возможных разливов, которые реальность опровергла. Оборудование рассчитывалось на другие объемы. Логистика предполагала лучшие погодные условия.
Системы координации между компанией, береговой охраной, государственными органами и местными властями не были по-настоящему испытаны в условиях, когда все происходит одновременно и в реальном времени. Государственные органы, и аляские, и федеральные, обнаружили, что их полномочия в первые часы кризиса были размытыми. Кто именно несет командование на месте, какие решения кто вправе принимать, как финансировать немедленные действия до того, как будут установлены юридические обязательства компании, эти вопросы разрешались в режиме импровизации, пока нефть расходилась по проливу. Именно этот опыт выяснения полномочий в разгар катастрофы, лег в основу новых требований о четких командных структурах и заблаговременно согласованных протоколах реагирования. Именно эта совокупность выявленных проблем стала основой для Oil Pollution Act, принятого Конгрессом США в 1990 году, через год после катастрофы. Закон существенно изменил правовую рамку для нефтяных разливов в американских водах. Компании, эксплуатирующие танкеры, стали нести неограниченную ответственность за расходы по ликвидации последствий разливов, вызванных грубой небрежностью или умышленными действиями. Вводилось требование о двойном корпусе для нефтяных танкеров, работающих в американских водах, с переходным периодом, растянувшимся на несколько десятилетий. Требования к планам реагирования на разливы стали значительно жестче. Полномочия федеральных органов в части надзора и обязательных учений для компаний были расширены. Закон также впервые установил четкую систему компенсационных фондов. Нефтяная отрасль была обязана участвовать в формировании федерального фонда, из которого финансировались бы ликвидационные работы в случаях, когда ответственное лицо не могло покрыть расходы самостоятельно. Это изменило логику. Прежде предполагалось, что каждая компания несет индивидуальную ответственность в рамках своих планов. После 1990 года появилась общеотраслевая финансовая подушка под самой системой реагирования. Exxon Valdez был однокорпусным судном. Нефть ушла в воду через пробоины внешней обшивки напрямую. Oil Pollution Act сделал двойной корпус для танкеров обязательным требованием закона. Это один из немногих случаев, когда одна конкретная авария изменила технический стандарт для целой отрасли. Разлив не исчез с повестки после принятия закона. Судебные разбирательства тянулись десятилетиями. Иски рыбаков, коренных жителей и штата Аляска против Exxon породили один из самых долгих корпоративных судебных процессов в американской истории. Окончательное решение Верховного суда по вопросу о размере штрафных санкций было вынесено лишь в 2008 году, через 19 лет после катастрофы. Присужденная сумма, около $507 миллионов, была значительно ниже той, которую требовали истцы, и воспринималась многими из пострадавших как недостаточная компенсация за то, что они потеряли. Под поверхностью некоторых пляжей пролива нефть оставалась еще спустя 20 лет после разлива. Не в таких количествах, как в 1989-м, биологические процессы и время сделали свое. Но она была там. Не полностью разложившаяся, не полностью инертная, часть почвенной среды, где жили организмы, которые служили пищей для других организмов. Долгосрочный мониторинг фиксировал хронически повышенное содержание нефтепродуктов в тканях некоторых видов беспозвоночных спустя годы после разлива. Это не катастрофическая концентрация, это фоновый уровень загрязнения, который стал частью местной пищевой цепочки. Репутационный ущерб оказался не менее долгим, чем физический. Название Exxon Valdez стало устойчивым обозначением нефтяной катастрофы, не только конкретной аварии, но и целого класса рисков, которые индустрия предпочитала считать маловероятными. После 1989 года каждый крупный нефтяной разлив в мире будет сравниваться с Exxon Valdez в прессе, в парламентах, в переговорах о маршрутах трубопроводов. Он задал эталон тревоги, и он изменил то, как общество ведет переговоры с нефтяной отраслью об условиях присутствия в экологически чувствительных зонах. Именно это и есть природа нефтяного разлива в холодных водах. Он не проходит как пожар, который выгорел, и зола осела, и жизнь возвращается. Он встраивается в систему и остается в ней, меняя ее медленно и неравномерно, на отрезках времени, которые не совпадают с человеческой памятью о событии. Exxon Valdez показал это на конкретном примере, в конкретном месте, в масштабе, достаточном для того, чтобы последствия поддавались измерению. Авария длилась секунды, несколько толчков, пока корпус садился на камень. Разлив длился дни, загрязнение – годы. Его следы в среде, в законодательстве, в том, как нефтяная отрасль думает о рисках – десятилетия. Это и есть урок, который трудно усвоить заранее и который труднее всего оспорить после. Экологическая катастрофа – это не момент аварии. Это долгое расползание ошибки по среде, в которой она нашла себе место.
Нефть в проливе Принц Уильям не просто пролилась и исчезла. Она была там. И в некотором смысле она остается там до сих пор. Если хотите больше таких разборов о катастрофах, о механике, о реальных причинах, о том, что остается после, подписывайтесь на канал. Пишите в комментариях, какую катастрофу разобрать следующей.